Птица помогла льву удалить нарыв, а на следующий день произошло нечто невероятное. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра. Рассвет разливался золотым светом над бескрайними просторами саванны Серенгети. Легкий ветерок приносил аромат сухой травы и пыли, а с востока слышался далекий крик цесарок. Под редкой тенью старой акации лежал львиный прайд. В центре крупный самец, опытный вождь, некогда грозный лидер, которого уважали и опасались. Его рычание сотрясало землю, а взгляд заставлял врагов пятиться. Но теперь его лапа была обезображена красным, опухшим абсцессом, делавшим каждое движение мучительным. Неудачные охоты шли одна за другой. Ветер гнал по равнине запах антилоп, но он уже не мог мчаться за ними, как прежде. Сил не хватало даже на короткий бросок. Молодые львицы с тоской смотрели на него и уходили к более сильным самцам. Уныние охватило прайд. Там, где раньше царила уверенность и порядок, теперь витали сомнения и голод. Один за другим здоровые львы покидали его, и он оставался все более одиноким среди безмолвной равнины, где слышались лишь его собственные тяжелые шаги и свист ветра, несущего пыль. Полуденное солнце нещадно палило, раскаленная земля трескалась от зноя. Грива, некогда густая и пышная, свалялась колтунами, шерсть потускнела. С взъерошенной гривой и исхудавшим телом. Он волочил лапы в отчаянии, ища хоть какой-то источник надежды. Дни скитания истощили его, и однажды он рухнул возле старого Баобаба, тяжело дыша. Стая птиц прилетела и принялась клевать сухие плоды, упавшие с ветвей. Их хлопанье крыльев и стук клювов разносились в тишине дня. Одна любопытная птица приблизилась ко льву и, заметив красную опухоль, приняла ее за странный плод. Клюв коснулся мягкой ткани, и лев вздрогнул, распахнув глаза. Внезапная боль сменилась неожиданным облегчением. Гной вышел, дыхание стало чуть легче. Птицы вспорхнули прочь, а он остался лежать, чувствуя, как слабое дуновение прохладного ветра овевает его израненное тело. К вечеру он сумел дотащиться до небольшого водоема неподалеку. Вода была теплой и мутной, но для него она стала живительной влагой. Сделав несколько жадных глотков, он лег на траву. На следующее утро опухоль вспухла снова. Гной просачивался из раны, жар сковывал тело, он дрожал и почти не мог встать. Его глаза тускнели от истощения, в них гас огонь. Все, что оставалось — лежать и ждать. И вдруг тишину нарушил звук мотора. По дороге медленно двигался патрульный автомобиль. Внутри были два опытных рейнджера — Самуэль Нджору и Элиас Кайо, которые обходили территорию парка. Издали они узнали льва. Это был тот самый самец, которого они когда-то спасли из стальной ловушки браконьеров. Воспоминание вспыхнуло мгновенно. Его рев тогда, полный боли и ярости, и их облегчение, когда петля наконец была перерезана. Теперь же перед ними лежала почти безжизненная тень того грозного зверя. Самуэль посмотрел ему в глаза и понял. Действовать нужно немедленно. Элиас зарядил транквилизаторный дротик и прицелился. Тихий выстрел, и через несколько минут лев погрузился в глубокий сон. Осторожно приблизившись, рейнджеры осмотрели распухшее бедро, после чего вместе с коллегами подняли льва с помощью прочной носилки и аккуратно уложили в специализированный автомобиль. Лапы свисали с носилок, и каждому казалось, что дыхание льва становится тише с каждой секундой. Красная грунтовая дорога Серенгети уводила их прямо к ветеринарному центру Серонеры. Машина подпрыгивала на кочках, и каждый толчок отзывался в сердцах людей тревогой. Лев дышал тяжело, но ровно, и это вселяло в людей надежду. Они знали, что каждая минута важна. В клинике. Команда во главе с доктором Айшей Килима немедленно приступила к работе. Льва перевели на стол, шерсть вокруг бедра сбрили, открыв воспаленную область. Ветеринарные лампы ярко высветили страшные очертания раны. Врачи дренировали абсцесс, промыли его антисептиком и наложили швы, оставив дренаж для выхода жидкости. Внутривенно ввели антибиотики и обезболивающее, подключили к капельнице и мониторам. Льва поместили в просторную клетку со свежей соломой и круглосуточным наблюдением через камеру. Первую ночь персонал провел в напряжении. Дождь стучал по крыше клиники, заглушая все звуки.
Иногда казалось, что дыхание льва замирает, и врачи бросались к клетке, чтобы убедиться в обратном. Утром он открыл глаза и, тяжело подняв голову, огляделся. Когда ему поднесли воду, он пил медленно, но уверенно. Лихорадка спала, дыхание стало легче. Через 3 дня он смог подняться и сделать несколько шагов. Рана подсохла, гной больше не выходил, запах исчез. Его глаза стали яснее, в них появилась сила. Через неделю его перевели в полудикий вольер с деревьями и густой травой. Там ему выпускали мелкую добычу, чтобы он вновь оттачивал охотничьи навыки. Его мышцы крепли, шаг становился уверенным и гибким. Иногда он вставал на пригорок и долго смотрел вдаль, будто вспоминал запахи и звуки своей прежней жизни. Самуэль и Элиас часто приходили навестить его. Их взгляды были полны гордости и радости, ведь они видели, как он возвращается к жизни. И вот настал день. Утром клетку открыли, ветер Серенгетии ворвался внутрь, принося запах свободы. Лев вышел наружу. Вдалеке, в тени акаций, отдыхал его старый прайд. Лев остановился, всматриваясь. Самки и молодые особи подняли головы и одна за другой пошли к нему. Несколько львиц потерлись мордами о его шею. Это было молчаливое, но глубокое воссоединение. Он вернулся, сильнее, чем прежде. Пройдя путь страданий и спасения, он снова обрел свое место в великой саванне Серенгети. А где-то неподалеку из джипа рейнджеров за ним наблюдали Самуэль и Элиас. Их сердца были полны тихой радости. Они знали, что сегодня стали свидетелями настоящего чуда — второго рождения короля. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.